Молодцы. Охранницы. Пойдем. Пойдем. О, с приездом. Спасибо. Ну что, забрал посылочки? Да, забрал. Такой тяжелый инструмент. И, кстати, струны твои тоже забрал. О, ура, спасибочки. А ты куда с ящичком идешь? А я иду в погреб, наберу овощей, закрутку возьму и что-нибудь приготовлю. О, давай, я люблю вкусненькое. Давай. Кажется, мы сегодня с вами не поздоровались. Всем привет, наши дорогие подписчики и новые зрители нашего канала. Вы на канале «Из города на дачу». С того времени, как сгорело большинство наших хозпостроек и наша мастерская, нам негде стало работать и мастерить. Но на улице нет верстака и даже подходящего стола, чтобы на нем можно было закрепить инструмент. Все, что у нас осталось, это вот такой старый стол, который уже от старости рассыпается, потому что крышка здесь выполнена из куска старой двери. Он уже прогнулся и буквально рассыпается на глазах. Поэтому я сниму сейчас эту старую обивку. Как видите, все здесь уже рассыпается. И попробую немного отремонтировать этот стол. Хочу сделать так, чтобы на нем можно было и варить, и крепить разный инструмент. Например, фрезер, точильный или что-то еще. Тем более, пока Вика сейчас будет готовить борщ, у меня есть немного времени до обеда. Сейчас хочу быстро приготовить борщ, уже почистила все овощи и у меня закипает бульон. Вначале порежу картофель кубиками и добавлю кипящий бульон. Кстати, бульон готовлю из магазинских куриных бедер. И у меня есть такая заморочка, если это не домашняя птица, первый бульон я обязательно сливаю, а потом заливаю чистую воду и на ней уже готовлю борщ, суп или что-то другое. Интересно, только у меня такая заморочка или вы тоже так делаете? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. И, кстати, бульон у меня уже закипел, поэтому сейчас пойду и добавлю картофель. Ну а здесь я продолжаю нарезать картофель кубиками и уже подготовила морковь, натерла ее на крупной терке. Свеклу же добавлять я не буду, и зная, что многие напишут, что без свеклы это не борщ, а щи, сразу расскажу, что в нашем регионе слово щи используют крайне редко. Есть свекла или нет, все равно это борщ. И очень хочу попробовать приготовление борща без томатного сока, чисто на свекле. Так готовила моя соседка, и борщ был очень вкусным. И если у вас есть свои рецепты и секретики по приготовлению вкусного борща, пожалуйста, делитесь в комментариях, будет очень интересно их почитать. Так, вот такой вот каркас остался, поэтому сейчас пойду еще поищу на него перемычки. Сделаю несколько перемычек, может быть 3 или 4. Тем временем, как видите, немножко зашло солнце и начал срываться снег. Пока камеру переставил на другое место, снег уже и закончился. Ну, может, сейчас еще пойдет. Кстати, у нас в последнее время очень переменчивая погода. Может меняться каждые 2-3 часа. После того, как мы сделали забор из рабицы, у нас еще осталась вот такая квадратная труба 20 на 20. Поэтому сейчас ее заберу
И из нее буду делать эти перемычки. Тем более, что все равно зимой она заржавеет и придет в негодность. Лучше сейчас ее использую, а потом, если что, еще докупим. Чтобы сделать перемычки, сейчас эту трубу 20 на 20 разрежу болгаркой на подходящие куски. Кстати, недавно на Озоне приобрел себе вот такую маску, кажется, за 300 рублей. Это чтобы очки не одевать, а такую маску-сетку. Некоторые писали, что она не будет защищать от болгарки, только если траву косишь. Ну, не знаю, сейчас я проверю, но все равно буду щуриться, а то вдруг в глаз залетит. Ну, вроде бы нормально, но там все равно есть защитный кожух, и оно вообще не летело в лицо. Не знаю, еще раз попробую, раз-два, потом точно скажу, как получается. Летит в глаза оно или нет. Вот, ну, ровненько отрезал. Таких перемычек сделаю, наверное, штучек 5. Раз, два, три, да, штук 5 сделаю. Потом буду варить их. А ну, смотрите, на камере должно быть видно, летит оно в лицо мне или нет. Ну, не знаю, наверное, вы видели, летело или нет, но до лица не долетало и до глаз. Не знаю. Такая штука, я никому ее, конечно, не рекомендую при работе с болгаркой. Буду сам еще опробовать. Лучше, наверное, очки одеть, а сверху вот эту маску. Так, и глаза будут защищенные, ну и в лицо тоже ничего не полетит. Вот так примерно получится. Таких 5 перемычек. Осталось только вынести сварочный и это все аккуратненько приварить. Теперь нарезаю лук для зажарки, и зажарку я буду делать на растительном масле, хотя часто я добавляю еще и растопленный жир. Я люблю, чтобы борщ был густым и наваристым, поэтому нарезаю много овощей, ну и стараюсь тоже не переборщить с овощами, с их количеством, потому что тогда это уже будет не борщ, а овощной рагу. Овощи слегка обжарю и потом добавлю томатный сок и специи. Также мясо отделю от костей и добавлю в борщ уже в конце приготовления. Картофель закипел, теперь добавляю капусту. А томатный сок смешиваю с солью, специями и вливаю в зажарку. И, кстати, спасибо всем, кто поделился своими рецептами приготовления домашней квашеной капусты. Некоторые секретики взяла себе на заметку на будущее. Ну и когда я делилась своим рецептом приготовления квашеной капусты, я добавляла сахар, и кто-то написал, что нельзя добавлять сахар в квашеную капусту, иначе она испортится. Но, как видите, мы ее до сих пор кушаем, она не испортилась, она очень вкусная, и нам такой рецепт по вкусу. Ну и в самом конце я соединяю зажарку с картофелем и капустой, также добавляю кусочки мяса, даю закипеть, а перед употреблением дам немного настояться. Очень вкусно. Борщ получился, кстати, очень густым, наваристым, как мы и любим. Сейчас дам ему немного настояться и буду звать Романа к обеду. Надеюсь, ему тоже очень понравится. Приятного аппетита! И тебе, солнышко. Спасибо, что ты такой вкусный борщик приготовила. Сейчас отведаем. Супер. А когда зимой с мороза приходишь и горяченький борщик,
Это вообще супер. Наработался, натрудился, да? Ножи у нас что-то уже затупились. Надо будет поточить сегодня. Есть такое. И Веснушка тут как тут. Приходит всегда к обеду. Где, кстати, персик? На улице. На него не похоже, да? Тамара, на топ уже здесь. Песни попрошайкина были. Тебе мяско или хлебушка? Наверное, мяско. Всего побольше, да повкуснее. Ну а теперь буду варить. Хорошо, что у нас есть сварочный. Также взял электроды. Сегодня буду двойкой варить, потому что металл очень тоненький. Наверное, двойка всего лишь. Томочка, ты куда залезла? А ну спускайся. Ох, и кошка. Персик. Так, а что тут у нас? Так, наступили морозы и подуныла моя экибанка. Так что сейчас нужно будет ее заменить. В общем, взяла ящик, взяла секатор и сейчас пойду нарежу веточек сосны. У нас 3 сосны растут здесь вот за дровником, 4-я засохла. И переживаем, после такого засушливого лета эти сосны тоже немного так выглядят замученными. Ну, надеемся, что после зимы отойдут. Нарежу сейчас несколько веточек. Есть у меня еще шишки, веточки шиповника. И, в общем, хочу здесь все обновить и сделать новую зимнюю композицию. В общем, там в вишневом саду ветки растут очень высоко, поэтому я не стала там рисковать, не несла стремянку, но я забыла, у нас здесь возле дома растет сосна, ветки выходят на улицу, поэтому я сейчас здесь нарежу, они намного ниже, поэтому будет легче нарезать. В общем, нарежу и пойду уже готовить композицию. Ну, думаю, что этого будет достаточно. Так, ну что, хорошо, проварил все поперечины и снизу, и сверху, и с боков. Держится хорошо, так что не вырвешь. А сейчас еще хочу приварить вот такую планку, чтобы здесь возможно было выравнивать какие-нибудь гвоздики, детали крепить или что-то еще. Вот так выровняю хорошо и приварю тоже со всех сторон. Только нужно будет хорошенько прижимать это. Несмотря на то, что я только учусь, иногда получается шов очень ровный и без пробелов, чему я очень рад.
После мороза тыковки такие совсем размокли. Ну и сейчас их отнесу как раз на нашу грядку с удобрением. Ох. Итак, старые веточки я выбросила, а оставила только веточки с шиповником и барвинок. Они не пострадали от мороза. И теперь приступаю к созданию новой композиции. И скажу вам честно, я, конечно же, не флорист, я уже об этом говорила, но такое занятие очень сильно увлекает. И теперь у меня появилось новое увлечение по созданию сезонных композиций. Но вы знаете, для этого кашпо я хочу присмотреть растения, которые росли бы круглый год, и не нужно было бы их пересаживать. И если вы знаете такие растения, то, пожалуйста, посоветуйте и напишите о них в своих комментариях. Тома, сейчас перевернешь. Ух ты! Рома, классный получился столик. Тебе понравилось? Очень, очень. Я варю уже все лучше и лучше. Смотри, вот тут вообще какой шов красивый. Ох, Это без зачистки, да, он такой? да. Иногда Ничего что-то себе. получается. У нас Рома всегда переживает и старается, чтобы все получилось очень аккуратно, чисто и красиво. А особенно в сварке я вообще не представляю, как это можно сделать. Обычно я его успокаиваю, говорю: Рома, я прихожу на учреждение, смотрю там вот в школах или еще в других, вот, где сварщики наварили эти 2 трубы, вот такие ляпухи, потом красочкой все это закрасили, и ничего, нормально, все продолжает жить. А ты вот так вот красиво, аккуратненько делаешь и еще переживаешь. Не переживай. Ну все, очень классно, что Рома очень аккуратный, и у нас таких ляпух точно не будет. Спасибо. Может и будут, но я буду стараться варить хорошо и красиво. Альфа пришла нам помогать, но как видите, да, я здесь добавил не только вот эту пластину, но заварил пол стола. Так будет пол стола без крышки и пол стола с ней. Но сейчас я вынесу инструмент, под который я и готовил этот стол. Давай. Это вот такой новый точильный станок, который пригодится, я уверен, в нашем хозяйстве еще не один раз. Классная штука. И лампочка, тут все так продумано. Для подсветки, да? Да, Классно, да. здорово. Кстати, а его ж как-то нужно закрепить. Как ты его будешь тут устанавливать? Видишь, здесь есть специальные отверстия, и под них я как раз поперечины и наварил. Сейчас просверлю и посажу на обычные болты. Вон оно как. Вот это ты круто придумал, молодец. Спасибо. Кстати, сейчас я буду их крепить, а ты пойди посмотри, что же нам нужно наточить дома. Все, пошла искать. Сейчас я тебе найду инструмент. Так, попрошу пока вас в сторону, товарищ точильный станок. Ну а я как раз делаю под него сейчас отверстие. В комплекте болты для крепления не идут, но я взял такую шпильку, распустил ее на 4 отрезка и сделал такие вот болты. Смотрите, отличные. И теперь можно их закрепить. Так, хорошенечко затянуть. О, вот так вот. Но теперь только осталось закрепить защиту для рук и для глаз, и уже можно работать. Меня Рома просил найти что-нибудь, что можно подточить. И я буквально вчера перебирала, убирала у себя здесь на кухне. И нашла все старенькие ножи, которыми можно было бы пользоваться, но они затупились. Но сталь здесь очень хорошая, поэтому я их подготовила для Ромы. И еще нашла
Вот такие два топора у меня есть кухонных. Я ими не пользуюсь, потому что они тоже затупились и как бы лежат без дела. Ну, сейчас Рома все это заточит, и можно дальше все это использовать. Так, ну что ты тут приготовила мне? Да, смотри, О, вот сколько. нормально. Вот это инструмента у меня. Да, точить сегодня. заточишь? Да, с удовольствием. Да, Ну класс. что у тебя свитер такой грязный? Что это за пятна? Это я такая снималась, ничего себе. Эта Томочка прыгала мне на ручки. Пока я сидела, мне позвонили. Я отвечала на звонок, а она прыгнула мне на руки и на Грязными, улице. грязными конечно. лапами. Ну, ничего, Мгм. постираем. Ну что ж, надеюсь, мне зрители простят за такой внешний вид. Так, ну что, пробуем запускать? Мгм. Запускается плавно и работает довольно тихо. Сейчас будем точить, пробовать. Здесь два круга, один с мелким зерном, а другой с крупным. Ну попробуй сейчас на мелком. Ух, хорошо снимает. Так, наверное, удобнее будет стоя. Ох, ничего себе. Вот это заточка. Одна секунда и острейший нож. Так, еще один попробую. Да, это не то, что я вручную затачивал. Ничего себе. Ну, топорики попробую заточить на круге с толстым зерном. А ну-ка. Ну да, здесь видно, тут уже зерно покрупнее. Ну, точит отлично. Надеюсь, вам будет видно, что заточка очень аккуратная, и топор теперь очень острый. Ух, нужно теперь аккуратно им работать. Ножи и маленькие топорики я уже заточил, а теперь для него будет настоящее испытание. Настоящий большой топор. Ну что, тут у тебя Ух, получилось? порезался чуть-чуть. С топором немного аж порезался. Ого, Пойдем сейчас обработаем. ты видишь? А представь, что с ножами. Это В общем, вообще... надо поаккуратнее, да, Да, персик? позаточил, Поаккуратнее, иди. увлекся. Ого. Что, тут сильно порезался? Не, не совсем сильно. немножко. Верхний слой? Но топором я еще никогда не резался. Ничего себе. Ну, Да. значит, хорошо. Да, вообще отлично, смотри. Ножи прям аж... Ух, Не нужно надо, аккуратненько, а то да. порежешь. Это вам не вручную затачивать. Так, выключаю. Ром, а вот это что такое? Наверное, это увеличительное стекло. Кстати, оно на одном есть, а на втором нет, видишь? Угу. Может, чтобы затачивать такие меленькие детальки. Ну, да. Ну, вообще, Ром, тебе понравился этот станок? Да, вообще затачивает на ура. И теперь у тебя всегда будут острые ножи, а у меня заточенный инструмент. И садовый, и такой. И вкусный ужин. О, это точно. Очень понравился мне станок, и тоже понравился этот стол, который мы сделали. Сейчас я станок этот убираю и покрасим стол, сделаем его еще красивее. Сейчас болгаркой сниму всю ржавчину и покрашу верх черной краской, а Вика ножки зеленой. Вот такой получился у нас стол. Кстати, мы решили его выкрасить в один цвет и оставить его полностью черным.
Да, мне она так намного больше даже нравится. Вот. И хотя у нас нет еще мастерской, но мы уже понемногу делаем рабочие предметы для нее. Да, это точно. Так что, оставляем его высыхать, Да. сами пойдем немножко отдохнем, да? И греться. Греться, погреемся. Ох. Так, заберем краски. Рома заказал и привез мне струны, поэтому я хочу сейчас достать свою гитару. Я так давно ее не брала в руки, вот, и, в общем, попробовать ее настроить и зарядить новыми струнами. Здесь я ее прячу в чехле. Так, а вот эти Ой, ой. 6 струн. Надеюсь, они подойдут. Я тоже очень надеюсь. Так, А то мы как-то уже брали один комплект и не подошли струны. так я и не научился играть. Учиться никогда не поздно, правильно? Правильно. Здесь еще. Доставай ее. Эту гитару подарили мне мои сестрички, так что, девчонки, привет вам и спасибо. Вот, но так как давно я уже не брала гитару в руки, не играла, то от времени здесь некоторые струны испортились, поэтому Рома купил комплект, и сейчас мы их все заменим. 6-я струна получается самая толстая, самая большая. И вот такие струны мы купили. Я не знаю, это медные или какие-то? Но я Какие-то- такие в первый раз вижу. Обычно, я знаю, есть, вот у меня были на гитарах медные, они прям такие красноватого цвета, серебристые, а вот это какая-то позолоченная. Да. Ну давай, поставим и попробуем, как она будет брынчать. Заменили мы только одну струну, не стали остальные заменять, да, потому что гитарка старенькая, и мы уже боялись, что она рассыпется, пока мы заменим струны. В 11 классе у нас в Доме пионеров появился кружок. Вот, игра на гитаре, и мы пошли с моей одноклассницей, нам стало интересно, думаю, почему бы и нет. В общем, сходили на этот кружок, и вот первый день прошло очень много девчонок, ну, больше 10, наверное, а на второе занятие пришли только мы с Наташей, а остальные девочки не пришли, так мы вдвоем проходили. А почему не пришли? Потому что нужно было срезать ногти, потому что с ногтями никак не научишься играть вот на гитаре. Мальчикам легче, да? И за 1 год нас научили вот очень многим аккордам. Все, больше мы ничего не успели выучить. Ну, а я вообще на гитаре не умею играть, но, как помню, говорилось в КВНе, У вас слух есть? Ну, мы же как-то ведем диалог. поэтому самые легкие мелодии, я думаю, что у меня получится выучить. Обещаю вам к следующему видео сыграть «В траве сидел, может быть, кузнечик». Буду стараться всю неделю, чтобы у меня это получилось. А я обещать ничего не буду. Мне еще долго надо вспоминать свой навык. В общем, у нас сегодня есть чем заниматься на этот вечер. Буду вспоминать свои навыки игры на гитаре. Да, Вика будет играть, а мы, наверное, с Альфой будем подпевать ей или даже подтанцовывать. Представляю, как это будет выглядеть. Ну а с вами, дорогие зрители, мы будем прощаться. Спасибо, что вы с нами. Ждем ваши лайки, хорошие комментарии. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.